Всем доброе утро. Понедельник. Смотрим, что творится на улице. 7:30 где-то приблизительно. Я теперь время так не считаю, чтобы точно знать, что, когда. Зачем? Так. О, префектура с собачками гуляет. Вот там стоит. Кого они тут пришли смотреть, если сегодня никто никуда не выезжает? Ага. Прохладноватенько чуть-чуть. Смотрите, одна баржа сколько таких штук толкает. Тут подметают. Понедельник, не воскресенье, гульки закончились. Значит, пойдем попробуем что-нибудь перекусить. Я вообще-то не привык так сранее кушать, но тут как бы это устроит. Сервис ходит. Говорили. Пойдем поглядим. В бассейне вода есть? Есть. Купаться не хочется. Я еще только проснулся. Почитал пару новостей, и все. Так, тут у них в Хальпоне лодки спрятаны, вижу. Вон там типа столовки. Поглядим, чем это дело. Бутербродок. Смотрите, картины есть, столики. Крутенько. И тут какая-то статуя стоит интересная еще такая. Совы. Тетушка мне готовит кушать. Телек стоит. Такой вот зал насчет покушать в этом комплексе туристическом. Где же мне предложили на выбор? Молоко существует, кофе, вода, если термо будешь пить. Тут всякие сахара, здесь всякие сладости есть, варенье, 5-10, думаю, масло, колбаски, сырки, делать бутерброды себе, всевозможные плюшки, такие, хлебчики, такие плюшки, фрукты и соки, и еще какие-то палочки. Ну, в общем, все это себе набираешь и варишь. Я себе для начала сделаю так, пару бутербродиков таких с хамончиком, и сыром, и кофе. Сегодня погуляем по городку, который называется Ла-Пас, провинция Энтре-Риос. Я приехал один день, у меня здесь будет, то есть сегодня целый день. Хочу и немножко порыбачить, то есть как порыбачить, покидать спиннинг. И хочу поснимать немножко для вас какой-то городок. Тут сказали, что есть термальные воды, что они единственные провинции, которые именно соленые. То есть ты не утонешь в них, как это море, которое, как и Мертвое море. Одним словом, попробуем все это. Я зашел только что в агенцию туризма. Они мне на испанском, конечно, там мне будет отдельное видео. Кто хочет посмотреть, переходите на канал Видео де Леон. Или мне надо сидеть и переводить, что она говорила. Вот это секретария де туризма. Она рассказала про весь этот городок, сделала интервью такое. Что у них существует, какие у них активидады существуют и все такое. Ну, активидад принципиальный у них, то есть их деятельность принципиальная, это туризм. Городок заточен на туризм, городок заточен на рыбалку, на это самые термальные воды и еще на охота. Но говорит, охоту мы в основном не делаем рекламу, ну, по этическим причинам, то есть охота есть и все.
Но по этическим причинам мы рекламу не делаем. По одной простой причине, что будет это самое, ну как бы там, что рекламировать, как зверей убивать, скажем так. Но есть, то есть для желающих. В основном рассчитана охота, кстати, на иностранцев, говорят они. Вот. Так, вот это два полицейских, это называется префектура Наваль, то есть морская полиция. Наверное, смотрят, кто тут будет выплывать и все такое. А я пойду попробую спиннинг. Buenas. Вот. А я попробую побросать спиннинг сейчас на камнях, на Дорадо. И немножко поснимать, как находится тут, где... Ну, в общем, сам городок. Сказали, что городок не очень большой. То есть я сначала покидаю спиннинг, а потом пойдем и попробуем пошуровать этим самым. Походить по городку по самому для вас. Попробую пошвырять, значит, спиннинг. Спиннинг у меня такой вот марка Дам. Вот, Quadro Safari. Думаю, что это немецкий, такая же катушка Дам. Ну, он из 4 частей состоит, вот этот вот. Я и почти не пользуюсь, а это решил, думаю, попользуюсь. И взял такую рыбку. Смотрите, размер рыбки с рукой сравните. Вот такой где-то, да? Видите? Рыбка. На Дорадо. С вот этой пластинкой, типа, чтобы она на середину воды заходила, не сильно углублялась. Вот тут зона камней. И вот здесь попробую походить и пошвырять. Сейчас вот посмотрим, получится что-то, нет. Взял еще всякие свои самодельные штучки. Удочку я заменил, одну я уже переломал. Не знаю, почему она сломалась, может от резкого заброса. Но 20 грамм у меня это самый, как бы, рыбка пластиковая. А там написано до 40 грамм. Ну, в общем, поремонтируется, ерунда. Будем снимать на вот эту, ловить. Только что сбрасывался один Дорадо, и была одна поклевка. Не на вот эту, что я сейчас бросаю рыбку, а на другую, на силиконовую. Была поклевка, я его даже видел, он был вообще за метр от меня стоял. Схватил, небольшой, но не зацепился. Там одинарный крючок, и он не зацепился. Прямо вот тут вот в метре от меня, уже почти вынимая рыбку с вертушкой. Он ударил в нее, все видно прямо было, Дорадо само, но не схватился, не прокусил. Пойду еще половлю. Добавил еще кое-каких рыбок. Тут экзамены сдают на лодках. Видите, вот префектура принимает экзамены, ну, для того самого. Вон ученики стоят, вот лодка учебная, и вот представитель префектуры с ними дают экзамены на вождение на лодке. Вот. Тут поклевок не было, но скидывались Дорадо. 2 раза скидывались. Но не брал, я пробовал на разные свои блесенки. Нет. У меня не клевало, но в принципе ничего. Одно сорвалось, Дорадо. Я решил прогуляться немножко по набережной городка, посмотреть. Если где-то увижу, там заброшусь. А если не увижу ничего, просто поснимаю, какие тут вообще городок. Значит, смотрите, это вот река. Вон даже лодки у кого-то стоят. Такая аллейка есть. Это прямо по набережной я пошел. Я не пошел там внутри городка. По набережной, чтобы, может, увижу какой-то. Где кидается здоровая Дорадо 20 кг. Чтобы я его вытащил. Вот. Ну, пока вроде вот такая просто прогулочная набережная. Смотрите, рисуночки какие-то есть. Рисуют люди. Так. Я вам немножко хотел поснимать этот городок, походить. Смотрите, как здесь. Вон висят какие эти палеоборача, типа такие колючие дерева. Вот на них вот такие плоды. Потом оно раскрывается, падает, получается как этот. Так. Там даже в палатке какие-то живут. То ли бомжики, то ли рыбаки. Но вроде удочек не вижу, значит бомжики. Так, пляж Абилитада, это типа ихний пляж. Вот, видите, но тирар басура, но пескар написано, не можно рыбачить. Не находиться, если есть эти самые, ну, на пляжу.
когда идет гроза, типа. Ну и манtenere дистанция, типа, трошки дистанцию социальную соблюдать. Пока вот такой спокойный какой-то городок вроде бы. Сейчас пойдем, поднимемся вот по этой улице, поглядим. Не только ж по Буэнос-Айресу ходить, то все привыкли, что люди ходят только по Буэнос-Айресу и все. Вот я вам решил поснимать немножко другие райончики. Это где-то в районе 5-6 часов от этого самого, от Буэнос-Айреса езды на машині. Так, шовковиця, ще зелена, ось шовковиця, но ягоды уже есть, только зеленые. Немного ветра у нас здесь. Так, где-то здесь должны быть термы. Я думаю, что этот городок такой маленький, что, наверное, даже совсем недалеко. Написано Гран-отель Ла-Пас. Так что здесь есть отельчики, где можно тоже пожить. Вот они. Гран-отель, бар, ресторанчик. Автобусы в середине ходят. Смотрите. Так, нам автобусы не нужны. Мы любим походить. Любим походить, поснимать, поглазеть что да как своими ножками. Ладненько. Ну что, тоже такой, кто хочет, может в отеле пожить, посмотрите. Такс. Еще интересненько увидим. Ну тут вроде бы ничего дальше такого интересного. Дома как дома. Выйду немножко в центр, цивилизацию городка. Ну не то, что прямо в центр, но хотя бы пару кварталов отойду, чтобы не совсем вдоль реки идти. О, потому что тут я увидел, смотрите, ИПФ существует, заправка. О, это уже нормально. Я на таких заправках заправляюсь. Так, какие-то парки есть. Так, на жилетках написано, что сегодня 5% скидки на бензин. Ну, а я заправился уже. Так, ладненько. Магазины, я так понимаю. Вау, какой тут костел есть или что тут. А ну, перейдем, посмотрим. Плаза 25 мая. Отлично. Так, смотрим, что это такое. Наверное, муниципалитет сюда. Или это полицейский участок такой. Да, похоже на полицейский участок. Смотрите, какой крутой. Комиссария. Так. Комиссария де миноридад и виоленция фамилия. Прикидывайте, вот эта комиссария написано, которая менорес, то есть типа для детей вот тут отдел, и домашняя виоленция, то есть домашнее насилие. Так. А тут просто вот это все полицейский участок одуренный. Нормально. Красиво, там часы, здание, во всяком случае, красивое. Такое историческое. Рядом какая-то церковь. Какая крутая церковь, не знаю, можно ли туда заходить. Но так внешне, гляньте, выглядит красиво. Даже очень. Капижа. Ну, можно издалека посмотреть, во всяком случае. Я ж не человек не религиозный, не знаю всех этих дел. Так что я вам тут точно, тем более в чужом городе, чужую церковь, особо рассказать не могу, как там все устроено. Да, оно мне как-то меньше всего затрагивает. Так, отели, Милтон отель, я так понимаю, это такая чуть не центральная площадь. Чуть, может, это и не центральная площадь. Я первый раз увидел ее. Ну-ка, на всякий случай глянем, как там в середине. Смотрите, называется Nuestra Señora de la Paz. Я в середину прямо не пойду все там фильмарить, но он тут чуток
Вот так вот с краю покажу. Смотрите, какой костел. Не хочу, не дай бог, тут нарушать что-нибудь, какие-то правила. Ну, вообще классно. Вот. И написано тут, наверное, вот видите, потом вот она на таких как бы носилочках, когда их не праздники, они вот носят там все вот это дело. И написано здесь, по-моему, что это создано, смотрите, парокия Nuestra Señora de la Paz. И создана в 1835 году. Так что довольно-таки старинная штука. По сравнению с Буэнос-Айресом, городки такие пустынные кажутся, да, там народу практически нет, смотри. Ингресар, Конбанбихос, Карнисерия, Como en Casa, мясной магазинчик. Всякие штучки такого стиля продаются. Там машины даже продаются, вот салон автомобильный есть. Так. Все как-то закрыто. Сейчас в обед, по-моему, они в обед, тут все всегда закрыто. Я даже не знаю, сколько времени. Сейчас посмотрим. Фармасия. Так, с времени 13:35. 13:35. Практически все закрыто. Наверное, обеденный перерыв. Наверное, все делают свои эти, как их там называется, сиеста. Видите? Пусто. Во все магазинчики я чуть не вижу, чтобы они были вот прямо распахнутые двери, и туда люди заходили, выходили. То есть они как бы есть, но все они пусты. Вот, карнисерия Мисуэньо. Карнисерия — это мясной магазин. Мисуэньо типа мои сны. Можете себе назвать такой магазинчик, тоже такой типа мои сны, прямо во сне вы такую карнисерию, ну типа это мясной магазин такой видели. Вам просто он снится. Так, я не знаю, еще я вообще туда прусь дальше. Говорят, там дальше есть все час ходьбы, и там будет этот термин. Но может я потом как-то на них заеду, або в интернете посмотрю. В принципе, мне сейчас целый час по такой вот улице идти для того, чтобы терму увидеть, который неизвестно пустят. Мы, наверное, свернем, пойдем лучше к воде. А вот автовокзал у них что-то не совсем ахтейский. Мне что-то не понравился их не автовокзал. Я так понимаю, это автовокзал, потому что нарисованы автобусы и нарисованы, куда они ходят. Вон, видите, с Ла-Паса, куда вот на Ретиро в Буэнос-Айрес ходит. То есть отсюда ходит в Буэнос-Айрес на вокзал Ретиро автобус. Вот, Валивай Чу ходит. Корьентес, Гожа, Виктория, Росарио, Ретиро, такая линия. То есть вот такие линии всяких автобусов. Они, наверное, вот здесь вот причаливают. Садишься и все. Ну, правильно. В принципе, это такой маленький поселок. Сюда заехал, автобус забрал. Кто там чего. Это. И уехал. Так что тут особо не на... Вон сидят, ждут автобуса. Двое каких-то. Так, семейки катаются здесь. На мотиках. Вообще как-то любители мотоциклов. Я заметил. Он со школы едет на мотоцикле. Деревья все цветут. Ладно. В принципе, немного понятно. Наверняка есть более еще центр такой, более цивильный, скажем, где там больше будет магазинов. Но если от центра в сторону, то это вот так. Вот, видите. Даже, говорят, есть этот самый. Так, что кушаем? Собачки положили сюда собачью еду, и они кушают. Наверное, для приблудных собак какая-то бабка положила. В всяком случае, на то очень смахивает. А я пойду туда, в ту сторону, там вода есть. А у меня удочка в руках. Полиция ездила. Вон, видите, поехала полицейская машина.
существует. Может даже какой-то то ли заводик, то ли отгрузка. Вон там какие-то торчат штуки. Больше всего, что на корабли грузят какое-нибудь типа зерно. Вон трубы. И там больше всего, что это какой-нибудь грузовой портик будет. Так, здесь райончик уже вот таких построек, смотрите. Есть и отель, а есть и такое совсем непонятки какие-то уже. То есть тут как везде в Аргентине все. Тут может быть отель, тут может быть развалины, тут может строиться, тут может уже брошенное что-то быть. Вот, матницы. Но это наши, это по-нашему. Вот. Смотрите. С эмблемой Ла-Паса, выделанные в коже 1370, 1090 с каких-то этих самых копыт каких-то. Видите, в середине он шерстью сверху. То есть, может, это обделали, может, это и не копыта, фиг я знает. А есть простенькие 290, а 1370, по-моему, самые дорогие, насколько я вижу. Ну, видно, что для туристов предназначен. Но раз тут отель, значит, напротив, туристы захотят что-нибудь увезти. Вот. Так что на любой вкус и цвет тут есть. Кактусы уже усохшие немного. Есть и на одной квадре, там вначале вообще какая-то бомжатня, а тут, вон, смотрите, уже домик такой. То есть все вот как вся Аргентина. Она настолько контрастная. Сейчас приедет. Она настолько контрастная, смотрите. Есть вот такая постройка. И напротив есть вот такая постройка. Вот так и во всей Аргентине. Одна улица так, другая улица совсем по-другому. И в Буэнос-Айресе то же самое. Идешь по авениде, это одни цветочки. Вышел за авениду, это совсем другие цветочки. Ладно, дойдем вон туда. Тут мы уже в этих краях были. Вон собака ко мне уже подмазывается. Будем надеяться, что она не совсем дикая. Это собака. Так, тут вот смотрите, домик камионета стоит, открыто. Ну, в смысле, без забора. Розы. То есть каждого свое. Вон дерево цветет. Как дерево называется, не знаю, но у них сейчас как раз цвет. Так. Циркуле одонтологико. Тут вам зубки полечат. Видите, есть. Чувак, не надо меня кусать. Чувак, не надо, я свой. Не надо на меня кидаться. О, соседний сейчас будет кидаться, блин. Видите? О, а этот вообще вот такой кусючий. Совсем непонятки. Ну да, наверное, тут без такой собачки не хочется жить. Правда? Вон, гляньте. Так, меня уже обгавкали. Меня уже хотели укусить. Личности. Это не знаю, что такое. Все, конечно, так тоже на меня немного смотрят, знаете, как бы иностранец фигачит себе, на иностранном языке разговаривает. Огар де Ансианос, Ла-Пас. Это дом престарелых. Да, дом престарелых. Ладненько, пойдем отсюда. Вот, смотрите, какую башенку нашел. И я так думаю, что вообще-то это маяк. Я даже думаю, что это маяк. Че он, правда, в кущах стоит, фиг его знает, но это маяк. Но хотя я не удивляюсь, вот вам второй знак, этот самый для судоходства, он тоже в деревьях спрятанный. Я, конечно, раньше никогда не видел, чтобы знаки прятались в деревья. А если я не знаю, что надо в парк смотреть, чтобы увидеть, что это знак. Смотрите, где река, вот. А знаки, я так понимаю, надо по кущам смотреть в этих краях. Но во всяком случае, я бы никогда, если я там плыл на лодке где-то, я бы никогда не подумался, что надо посмотреть вот сюда. И тут я увижу между этими деревьями в этом парке знак. И маяк. Ну, маяк, бог его, он на каких-то картах должен быть обозначен. Но вот это первый раз такое вижу.
Прикольно, надо будет как бы запомнить, что и такое бывает. Значит, надо понимать, что там на том острове между кущами, наверное, тоже может быть какой-то знак. Ладно, пойду я на свой причал. А идти мне надо куда? А вон там порт, вот там вот. Недалеко совсем. Еще покидаю спиннинг. Заодно посмотрю, не скидывается где-нибудь. Просто утром как бы хватал. Потом перестал. Может, на вечер начнет кормиться, может, но начнет хватать. Знаете, что за штуки? Пришел сюда, тут уже никого нет. Сейчас здесь покидаю, бо меня утром тут клевало. Смотрите, вон, видите, стоят два кораблика, которые коров перевозят. А это, чтобы их грузить с этого самого, ну, в общем, на корабли, с грузовика. И вот проход и на корабль, который, чтобы на острова отвозить. И говорят, что там на островах есть какая-то трава, которая дает, ну, как бы мясу там определенный вкус. И то и все, и многие фермеры предпочитают платить, чтобы им вывезли на острова коровы. И там оставляют их на островах. А потом назад перевозят.